So we'll just take a lesion and try and scratch it. Куда? Где там локализация? Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Более русский перевод. Сопротивляйтесь. Okay. Сопротивляйтесь. He doesn't react. Нет реакции. Now this is what you usually find. So you have to start doing provocation of Такое бывает substances. часто, и поэтому надо начинать провокации веществом. What do you think first? Что вы предложили сначала? Histamine, yeah. Гистамин. Usually creates the skin reaction. Обычно дает реакцию на So кожу. this is histamine. Это гистамин. Provoke. Сопротивляйтесь. Okay, we might be lucky. Может быть, нам повезло. Сопротивляйтесь. He's strong with the histamine. Гистамина. Scratch the lesion. Поскребли область поражения. Weak. Слабая. Scratch the lesion. No K27. Опять спровоцировали без К27. Weak. Слабая. This is probably nervous system. Может быть, это нервная система. If you wanted to check, Если хотим перепроверить, сопротивляйтесь. Strong. сильная. Stimulate the same side, no weakness. Стимулируем ту же самую сторону, слабости нет. Does everyone understand that's nervous system? Все поняли, да? Or Нервная система. сопротивляйтесь. Или Test the quad. протестировали четырехглавую, Сопротивляйтесь. опять That too стимулировали weakens. That's Yes, nervous okay. system. нервная система. Extensor. Разгибатель. Все уловили? Up. Тогда поменяйте выражение лица и Ah. все. Yes. It's just when people go yes Not all of them. and they're blank, you don't know. Not all of them. But not all of them. Which purple? Oh, she hasn't been here for the neurology one. Потому что не были на курсе по неврологии. But it's the extensor muscles up and down. It doesn't have to be just the trapezius. То есть в данном случае отреагировал не только трапециевидная мышца, но мышцы разгибателей сверху и снизу отреагировали. So if it's the nervous system that's registering, it'll make these ones and these ones weak То on the есть same если side. реакция регистрируется именно нервной системой, ослабевает любой разгибатель, в данном случае сверху и снизу. Okay? Поняли, да? Yes. Now, Yes, 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 yes. what do we do? Что теперь делать? Where? Где терапевтическая локализация? Over the lesion? На поражении? Hachimu. Okay, where does he have lesions? Here Где поражение? Здесь and here, и здесь. and he said somewhere here. Еще But где-то есть, да? these. It's probably not local. Вряд ли это локально. Intestines. Well, we could, but I would go immune system. Я бы somewhere. стала смотреть иммунную систему. Which ones did we find for him Что мы слышим with the other test? другим тестом? 87, 87? 1831. Okay. Because with another problem, we found something else. Мы еще так нашли другую проблему и нашли, But they подобрали They препараты, could be linked. но эти проблемы могут быть So- взаимосвязаны. Stimulate the lesion, Стимулируем begin поражение, therapy localization. начинаем терапевтическую локализацию. Сопротивляйтесь. 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 О, сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Intestines нет. Кишечник нет. Сопротивляйтесь. 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 Lymph Лимфа, of the neck. шеи. Okay. This is what Alek found using a different test. Это Олег нашел, используя другой тест. For what? Что вы смотрели? Oh, was it Geek better right? This one, got it. Справа была гиперреакция на So бедре. we're just going to try one of the, now we need to identify the Теперь надо идентифицировать toxin. токсин. We only have two У нас different ones только at два this разных time. на данный Stimulate момент. the lesion. Стимулируем поражение.
87. 87. We could also test for virus Можем посмотреть еще вирус, to make sure. чтобы убедиться. Нет. Okay. Now, we're satisfied with the 87 as the identification of the toxin. Значит, мы идентифицировали токсин, это R87. Now, where do we go? Теперь что делать? Right, next step. Правильно, следующий этап. Okay. Take this away. Убираем эту ампулу, Keep the histamine challenge оставляем провокацию гистамином под магнитом and try to identify a type that will help him. и пытаемся определить тот тип дренажа, который поможет. So we already know, so I'm just going to skip ahead. Oops. Я не буду затягивать, потому что уже знаю, вам следовало его. So assuming we're searching, Предположим, что мы, так сказать, прошли всем путем поиска. okay. What was it, 31 and 18? 37? 17-31, да? Okay. So, repeat the test. Повторяем тест, It strengthens. усиление. So this strengthens, and the one in our pocket had strengthened. Это дало усиление, то, что лежит в кармане, дало усиление. So we have one identification of the toxin and one Значит, один helper. идентификатор токсина и одно средство это лечебное. Now what do we do? Теперь что делать? Okay, do we keep on the histamine? Оставить гистамин при проверке других систем? Don't need to, Нет необходимости. but it doesn't matter if we forget. Но нет ничего страшного, если забудем убрать. Okay? Sorry, home kit. Okay, so we put these in the hand Даем в руку, and test liver, тестируем печень, oops. Take it out of the hand, убираем из руки, test liver, печень strong. сильная. So the liver reflexes go. What did we find? 18? Okay, we have 87 and 31 in the hand. This is the last one we found, Я даю последний, который мы обнаружили, and it strengthens. и реакция печени усиливается. And then we go through the rest of them. Проверяем остальные. Good. And then finally kidney. So good to Then he's strong. Now what do we do? Все мышцы сильные, что теперь делать? Yes. Aspirin, paracetamol, Аспирин, парацетамол and и ibuprofen, ибупрофен. and И Viagra, whatever. Виагры, там все что угодно. Ibuprofen, nothing. Ибупрофен ничего, Aspirin, аспирин nothing. ничего, Paracetamol, парацетамол nothing. ничего. And Alec tested the kidney as well, so Олег тестировал почки. we're just doing it to be quick. Просто ускоряем процесс. Producers of Viagra or Cappy, lysine, nothing. Okay, Слезина ничего и Виагра so ничего. we're happy with that. He needs no help with the oxidative То pathway. есть никакой дополнительной помощи оксидативным путям не надо. Once we eliminate the immune system response. Если мы устраняем реакцию иммунной системы. Okay, found the procedure again. То есть вся та же самая процедура опять. We're lucky because the one problem that was found in another area was exactly the same that creates this one. So he can be treated on two levels for one thing. Нам просто повезло, что проблемы двух уровней устраняются одними и теми же лекарственными средствами. Поэтому, принимая лекарство от одного, он вылечит и другую
Okay, you understand the procedures? Поняли процедуру? Когда самоопределяем вирус, бактерия, грибок, вот этот ключевой назор мы включаем в лечение, то есть можно использовать копию методическую. Now, is it possible to use homeopathic copy of the nosol Probably. for treatment? I've done it in the past, Я раньше так делала. and it does seem to have some effect. Такое ощущение, что какой-то результат это дает. In chronic parasite bacteria. Chronic what? В хроническом чем? Ну, при хронических Если they're not инфекциях, active, при неактивных. That's what we're doing here. Yeah. Да, вот то, что мы сейчас делаем. We don't know whether they're active or Никогда нельзя сказать, Just активен memory. процесс или просто память о То процессе. есть, да, можно его записывать и Is it possible just to make, let's say, homeopathic copy of how? вирус, бактерия, как? ну, прибор. This machine. It's possible. I've tended to go away from the machine just because I'm not Возможно, я от этой as sure. машинки отказался, потому что уверенности никакой You can нет. try. Ну попробуйте. Because if it doesn't work, your patients come back and say, I feel the same. Просто если не поможет, значит пациент придет снова и скажет, ничего не помогло. The patients, If there is cancer. well, just like I told you before with the herbs. Так же, как я вам раньше говорил про травы. The herbs say, yeah, but that doesn't mean you're going to get it there. Трава говорит да, но на самом деле никогда не знаешь, дойдет она до нужной зоны или нет. Try it. Попробуйте. He can try it with his lesion in the leg there. Кстати, вот с поражением ноги можно попробовать. Make a copy, take that, Сделайте копию, See if it попробуйте ее heals. принимать, посмотрите, заживет или нет. but I'd say without the vitamins, just see what Но happens. без витаминов тогда уже, а просто посмотрите. And then if it doesn't, try the other, the real Если не получится, homeopathics. попробуйте тогда настоящую гомеопатию. Now, if it does heal, wow, Заживет, значит хорошо. cheaper. Дешевле. В гомеопатии существует закон Геринга, так называемый, да? По которому работают, как считается, не только гомеопатические препараты, но все препараты. Сущность закона, что любое заболевание движется снаружи внутрь, сверху вниз, от периферии к центру. Okay. Согласно этому закону, опытные гомеопаты знают, например, что заболевание, которое началось с кожи, оно дальше проходит несколько стадий по органам. Обычно последовательность такая: легкие поражаются на уровне бронхита, следующая стадия, потом нарушение по типу астмы, следующая стадия, потом нарушение по типу желудка, поражение желудка, следующая стадия, следующая позвоночник и следующая суставы. Если пациент пришел, например, на стадии суставов, то нормальное гомеопатическое лечение дает раскрутку этого симптома назад. То есть пациент проходит при гомеопатическом лечении, при правильном лечении, все эти стадии ровно назад. То есть у него суставами начинается позвоночник и так далее. И мировые звезды гомеопатии говорят, через 3 месяца у вас начнет болеть спина, еще через 3 месяца начнется проблемы с желудком, например. И если я правильно лечу, то через год у вас выйдет через кожу. Если мы сочетаем гомеопатию и аллопатию, то процессы вот этого закона Геринга и закона нашего аллопатического не являются ли они в антагонизме? What are we combining? Vitamin C, you mean? А что мы соединяем в гомеопатии? Вы имеете в виду витамин С? Нет, вот гомеопатический, ну, витамин С, ладно, это такой, ну, нормально, если мы даем аллопатические препараты и гомеопатию. Не, вот в случае такого.
сочетаем мы гомеопатическое лечение and we give them и аллопатическое лечение. So isn't there contradiction? One would assume that, but I don't find it all the time. Следовало предположить, что противоречие возможно, но не каждый раз оно проявляется. Нет, тогда вот тот орган, который оказывается слабым, он может быть той функцией выведения, которая при гомеопатии будет работать. И не боремся ли мы с тем, что необходимо? So probably if we find weakness and we try to eliminate it, doesn't it mean sometimes that we're trying to prevent the self-correcting process of the body which goes in reverse direction in healing? Well, I don't necessarily agree totally with that older methodology that I'm Я thinking. не во всем и не всегда соглашаюсь с этой достаточно старой методологией. I know that classic homeopaths talk about that. Я знаю, что классические гомеопаты говорят об этом. I'm sure in osteopathy and I know in chiropractic we do call it retracing, right? Мы, так сказать, в хиропрактике, я уверен, что в остеопатии тоже, так сказать, идем, ну, как говорится, обратным путем. Same kind of idea where you go Идея through это та же stages. самая, то есть мы проходим те же самые стадии, по которым шло развитие заболевания. One, they were using classic homeopathic preparations in single dosages usually. Ну, одно дело, так сказать, использование гомеопатии и моноединичные дозы. Da, Об этом вы говорите, да? Lachesis, Merxil. And the stimulus is different and the methodology is different than what we're doing here by identifying the toxin. Но это немножко другая методология. Это не то же самое, что мы делаем здесь, идентифицируя токсины. And giving the support. И подбирая, так сказать, поддержку. Because obviously in the years from the beginning of homeopathy till now, Очевидно, что, так сказать, с момента зарождения гомеопатии прошло уже достаточно много времени. understanding of how the body works has obviously progressed. Конечно, мы стали гораздо лучше понимать, как работает тело. Doesn't mean that the older thinking is not Но это не valid. значит, что прежние концепции мертвы. It just means that we don't have to necessarily go through all those steps that Это were just просто described. означает, что The steps that, это просто не это означает, что не обязательно мы должны, так сказать, догматически придерживаться the only каждого этапа, о котором мы говорим. thing I can say is that from my experience by using this Единственное, что я system, могу сказать, что мой собственный опыт работы the с тем, amount что я показал, of this progressive retracing symptoms and pain, I don't find that often. могу сказать, что я не всегда вижу так сказать, проявление всех стадий возвратного процесса. Now, having said that, though, I do agree that Но if тем you не get менее, сказав это, я должен согласиться. a chronic problem where different systems have been involved, it makes the body's При хроническом процессе с вовлечением целого ряда систем capacity to return to normal more difficult. телу гораздо сложнее вернуться в норму, именно потому что оно должно пройти весь путь So обратно. that's why you take one step, you reevaluate on Именно a поэтому и follow-up мы visit, делаем один этап, and then you have проводим один to этап, do some проводим more. повторную So, оценку, просим пациента прийти еще раз, и потом смотрим, что телу необходимо дальше. but hopefully with this new information Мы on the каждый раз detox надеемся, pathways, что новой информации, новые знания по возможностям we детоксификации can reduce even more the need to have all these retracings. телу ну, проскочить какие-то этапы возвратного процесса. And I think homeopathy and Я полагаю, что гомеопатия, other sciences, I know Goodhart said this, другие науки, знаю, что и Гудхарт об этом говорит. Goodhart said it in this way, and I'm sure the other ones are close. То есть вот Гудхарт говорил так, я полагаю, что остальные тоже приближены к Our этому. bodies are inundated when they're under stress by noise coming from different areas. То есть тело подвергается воздействию огромного количества шумов. And if you reduce the quantity and the quality of А that если noise, снизить качество и количество этих шумов, you reach a certain point where the body fixes itself automatically. тогда удается помочь телу найти то состояние, в котором оно самостоятельно способно избавиться от существующей And I проблемы. agree with that. А так я согласен с тем, что вы сказали.
Даже такой короткий комментарий о том, что вы говорили. В принципе, те, которые знакомы с гомотоксикологией, да, Рейкьявика, это там очень ясно, как говорится, то, что, в принципе, мы живем вообще в другой обстановке сейчас. То есть и экология, и лекарства, и все остальное, да, и то электромагнитное поле, которое воздействует на нас. То есть это очень сильно меняет то, как, скажем, действует тоже классическая гомеопатия. И я думаю, что некоторые концепции должны меняться. И, конечно, те, которые работают, скажем, знают гомеотоксикологию, конечно, будут всегда говорить о 6 фазах, да? То есть, то есть гуморальная фаза, матричные фазы и клеточные фазы, и биологическое разделение, да, 3 фазы и 3 фазы. И если смотреть по этим фазам, мы очень хорошей корреляции можем найти, скажем, для меня это идеально работает и очень логично ставится все на места, так что я думаю, это прогрессивная викариация, регрессивная рекариация, они действительно встречаются, и это можно очень логически объяснить, так что я думаю, что это подходит. Okay, Нечего возразить. the immune system, I mean the gut. Пищеварение, Alright. кишечник, да? Very quickly. Кратко. Oh, we got to finish it off. It's a little too much material to cover in 5 days, I've realized, but we'll try. Конечно, мы размахнулись материалом на 5 дней. It's some difficult concepts to try and get across with the time that we've got available. Конечно, концепции все эти не такие простые, чтобы уложить их в отпущенное нам время. So perhaps we'll add on the ability to evaluate the digestive system in another seminar as well. Я надеюсь, что у нас еще будет возможность провести другие семинары, чтобы можно было более подробную и точную информацию по пищеварению добавить. But very quickly, the gut-liver connection and the modulation of detoxification is being talked about a great deal now. Но скажем, что сегодня очень много говорится о взаимосвязи кишечника и печени и модуляции детоксификации. One, the inflammation of the gastric mucosa, То есть воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта, which reduces what are called the highly sulfated polysaccharides. что приводит, значит, считается, что воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта может вызвать снижение высокосульфированных полисахаридов. Which have a very strong anti-inflammatory effect. Полисахариды, понимаешь, что сказала? Полисахариды. Sorry, miss, Protective and anti-inflammatory effect. То есть это влияет на защитные противовоспалительные силы. Now, the sulfur pathway, remember the sulfurization detoxification pathway Помните проводящие пути детоксификации, сульфурации, that acetaminophen challenges с использованием, то, для чего мы использовали провокацию ацетаминофеном, is important for this mucin production. имеет значение с точки зрения производства продуктов слизистой оболочки. So the leaky gut then puts the demand on the liver, Нарушение функции кишечника повышает требования к печени, which decreases the ability, the capacity of the mucin, что приводит к снижению способности защитных функций слизистой оболочки, reduces protection of the gut, снижается защитная функция кишечника, increases leaky gut, and you get this fulminating problem. как следствие опять возникает нарушение функции желудочно-кишечного тракта и порочный круг замыкается. Now the Kupffer cells of the liver, everybody's heard of those. Купферовые клетки печени, наверное, все о них слышали. They're part of the inflammatory response. Они являются частью воспалительной реакции. The toxins from the GI tract start to activate Токсины these, желудочно-кишечного тракта начинают активировать этот процесс. and they И release клетки. cytokines, that famous word Происходит again, высвобождение цитокинов, то же самое знакомое известное слово, which then again releases inflammation, что приводит к релизу воспалительного which again процесса, starts the whole process. и опять весь процесс запускается снова. No, that's all right. Nothing to. Now the modulators of this kind of oxidative stress again, Модуляторы печеночного оксидативного стресса. Silymarum that you've got in your kit, green tea,
Silimarum. Силимарин, который у вас есть в наборах. Carbus Зеленый чай, marianus. Phosphatidylcholine, фосфатилхолин, which you can use or not. That helps your fatty acid cycle. То есть он как Lipoic способствует acid. циклу жирных кислот, и липоевая кислота. Magnesium, Магний, which we would find more in the alkaline types, remember, помните, что здесь мы в первую очередь говорим об щелочных типах, with bilaterally weak subclavius muscles, у которых обнаруживается билатеральная слабость подключичной мышцы. zinc in the acid type, Цинк у кислотных типов, with bilaterally weak Прибыль. minor muscles. билатеральной слабости малогрудных мышц. And then you can do the breath holding challenge or the Можно hyperventilation использовать challenge. Провокацию с задержкой дыхания или гипервентиляцией. If you remember what we spoke about. Чего не услышали? Подключичных, у щелочных подключичная билатеральная, а у кислотных малогрудная билатеральная. Okay. One of the things they talk about as well is to reduce the load on the liver Говорят о необходимости снижать нагрузку на печень by giving these medium chain triglycerides. за счет использования триглицеридов средней цепи. So they're fatty acids that have from 8 to 14 carbons in length. They're small. То есть это жирные кислоты длиной от 8 до 14 карбонов. They're called myristic, caprylic, and capriotic acid. Не знаю название первой кислоты по-русски, смотрите по латыни. Каприловая, Capriotic. каприоновая, а первая не знаю русское название. Как You can правильно? buy caprylic acid. Какая? Мистиновая называется? Меристиновая? Yeah. Ну, похоже так, что я не знаю просто этого слова по-русски, боюсь вас обмануть. But that's all right. You have to buy them pre-prepared. They don't come in foods, so you're kind of stuck. То есть, ну, здесь, конечно, приходится покупать готовые препараты, тут иным путем не пойдешь. You can give caprylic acid. You'll be able to find that in different sources. Каприловую кислоту можно найти в разных источниках. Okay, but that's when you have severe depletion of these detox pathways by the Но это, как by the говорится, liver. это уже необходимость приема при We're not going to go into that right now. The при glutathione чрезвычайном pathway. усилении и аггравации процессов в печени. Now I'll move back away from this. You'll have this in your notes. These are the Это все в записях будет, поэтому все это посмотрите потом грамотно и part of the спокойно. oxidative pathway. We'll go into the digestion now, just so that Давайте you can сразу get that. перейдем к пищеварению, чтобы не тратить время на то, что вы можете прочитать потом сами. So, run through it again very quickly. Значит, очень быстро. We start with the stomach. Начинаем с желудка. The stomach we test by using a pH provocation challenge. Значит, используем провокацию pH для работы с желудком. So the stomach is inherently acid, so it's acid loving, we Значит, can call it. врожденно, исходно желудок кислотный, поэтому он кислоту любит. So in the absence of В отсутствие sufficient acid, as we saw достаточной yesterday, кислоты, что мы видели вчера, we can use these little kits with можно the использовать малый sodium набор, bicarbonate and the использовать соду hydrochloric acid и соляную кислоту, to challenge you and Для using проведения the провокации. pectoravicular muscles. используя ключичные порции грудных мышц. So if you have too much acid Если кислоты слишком много, and you challenge with acid under вы the делаете magnet, провокацию кислотой под магнитом. you expect the pectoravicular muscle to become hyper. Ключичная порция большой грудной мышцы должна стать гипер. So if you test with acid, Если that was with acid. I know, if you test with acid, Если again, тестируете с кислотой, and the pec major muscle becomes weak, а мышца становится слабой, what does that signify? о чем это говорит? It can't handle acid, То есть желудок не выносит кислоту. okay? And possibly gastritis, but it cannot handle acid. Вполне возможен гастрит, но совершенно не обязательно. If you provoke with bicarbonate of soda Если делаете щелочную провокацию, And the- бикарбонат соды, and the PMC weakens, и ослабевает ключичная порция большой грудной it мышцы, signifies that это the указывает, person does not produce enough
stomach acid. на то, что выработки кислоты недостаточно. With one of those provocations in place, you move the magnet and the challenge over the stomach. Значит, с одной из этих провокаций провоцирующее вещество вместе с магнитом перемещаете ниже на желудок. If it reinforces the muscle, Если происходит усиление мышцы, you're probably dealing with a Helicobacter вполне problem. возможно, вы имеете дело с геликобактер. And that, without going into great detail, is most likely caused И by чтобы не углубляться в детали, Helicobacter pylorus. Not ну Helicobacter. согласитесь, интересно. There we go. Ну, сканируешь. By these little buglets. Вот так выглядит геликобактер. Now, Helicobacter pylorus are very different types. Существуют разные типы геликобактер. They believe now that there are good types and bad types. Сегодня признается, что геликобактер может быть хорошего и плохого The типа. good types we want to keep. От хороших, конечно, избавляться нежелательно. Some of the bad types have a tendency to, they have a proboscis and they insert it into the cell and Плохие inject, имеют хоботок, которым внедряется в клетку these substances that reduce mucosal protection. и so these substances Reduce. Значит, они внедряются в клетку и продуцируют вещества, которые снижают производство композитов слизистой оболочки. And the acid that they produce, Производимая ими кислота, that we produce naturally, begins to cause us gastritis and ulceration. начинает приводить к изъязвлениям, к появлению гастрита. For some reason, mastica По каким-то as a причинам resin has a capacity to kill these, мастика действует на них губительно. but only the ones that are habitually bad. Причем действует избирательно только на плохих. So it's probably not drug-like in action, but it reduces the ones that have these inserting type. То есть фактически действует не как лекарство, убивая все подряд, а избирательно убивает только тех, как у комаров есть хоботки, позволяющие внедряться в клетки. I think it clogs up their little proboscis and they die because it's like chewing gum. Такое впечатление, что просто хоботок закупоривается, как жевательной резинкой, и они не в состоянии жить дальше. Another thing that's interesting is remembering that histamine in the stomach is extremely important. Считается также, что большую роль в желудке играет гистамин. So in the absence of histamine, we wouldn't produce enough stomach acid. В отсутствие гистамина желудок не был бы в состоянии производить необходимое количество кислоты. So histamine is very important for the production of gastric acid. Так что гистамин имеет огромное значение для ее производства. On the other hand, С другой стороны, people that are allergic, this explains some of the reasons why when they eat, при аллергиях это тоже в определенной степени объясняет ситуацию. can get a very strong histamine response right away. То есть у человека очень часто возникает гистаминовая реакция сразу после принятия пищи. And have an allergic reaction. То есть появляется сразу аллергическая реакция. Now, I'm just going to... Now, bile... well, bile is, and pancreatic enzymes, И as we ферменты told you, поджелудочной железы, как мы говорили на is семинаре, dependent upon the stimulus from the food зависимы от bolus, from the food bolus that comes out of the stomach. Bile and pancreatic enzymes. Еще раз, что-то у меня не сложилось. Болюс, то есть Food Желчь и ферменты поджелудочной железы. by the quantity of acid that this bolus contains. Зависит от количества кислоты, которую содержит этот болюс. So going back to the duodenum, Возвращаясь к 12-перстной кишке, just try this again, sorry.
Without the increase in stomach acid, the stimulus for the, let me just see if we have it. That's all right. There we go. So let's just go without, at the level of the duodenum. Значит, на уровне 12-перстной кишки. If the acid is insufficient for the type of meal eaten, Если количество кислоты не соответствует съеденной пище, we don't get the quantity of pancreatic enzymes or bile acids or salts that are necessary for digestion. человек не получает достаточного количества ферментов поджелудочной железы и желчных солей для процесса пищеварения. So the duodenum is 12-перстная кишка dependent upon зависит от the stomach to produce enough or deliver enough acid for its желудка с точки зрения доставки необходимого количества кислоты для всего процесса. So people obviously that produce too little stomach acid И если у человека производится кислоты недостаточно for fatty foods and для proteins переваривания белков и жирной пищи, will inadequately stimulate these two other organs, and возникнет неадекватная стимуляция этих двух органов, we would have the secondary effects that we saw и тогда yesterday появляются вторичные эффекты, которые мы наблюдали вчера. with whoever we found needed vitamin A and E. Помните, кому-то нужен был витамин А и Е? Who was that? Кто это был, сознавайтесь? Oh, that was the young man with the Пациент вчерашний, yeah, with the arthritic symptoms. с признаками артрита. So he had that. То есть как раз эта ситуация у него и была. The reason why I tested it is because he needed the fat-soluble vitamins and Почему я стала omega-3. тестировать? Потому что ему нужна была омега-3 и жирорастворимые So кислоты. one can say that the duodenum is fat, acid-loving, Можно just было бы like the. сказать, что 12-перстная кишка тоже stomach. является кислотолюбивой, как и желудок. So we have two acid-loving organs То есть два органа, предпочитающие кислоту, that respond the same way. которые реагируют одинаково. So if the duodenum has not enough acid, Если поджелудочной недостаточно the кислоты, abdominal muscles should абдоминальные weaken. мышцы должны ослабнуть. If it has too much acid, the Если abdominal кислоты очень muscles много, should be hyper. абдоминальные мышцы должны быть в гиперсостоянии. Now this explains how some gastric problems can cause low back pain, obviously. Это объясняет, почему проблемы желудка могут привести к появлению поясничной боли. We don't test the abdominal muscles as much for this reflex, Но для исследования этого рефлекса мы не часто используем абдоминальные мышцы, just because it's unhandy. просто потому что это не очень удобно. Preferably, we can test the latissimus dorsi, Предпочтительно мы выбираем And the широчайшие popliteus мышцы спины и muscles. подколенные мышцы, secondary to challenge. вторично после провокации. And this usually gives us an indication what's going on in the duodenum. И таким образом мы получаем представление о том, что происходит в 12-перстной кишке. Sometimes the duodenum has the Иногда problem проблема в самой 12-перстной. and asks the stomach not to produce stomach acid because it bothers it. Просит желудок производить поменьше кислоты, чтобы не раздражаться в ответ на ее So we can поступление. have Helicobacter pylorus in the duodenum that creates the same reaction То есть as может it быть would in the stomach. Helicobacter pylorus представлен в поджелудочной железе, что заставляет ее предъявлять иные требования к функции желудка. Now basically with respect to pH, the small intestine is relatively neutral or alkaline. С точки зрения pH, тонкий кишечник относительно нейтрален или относительно имеет щелочную среду. So we can say it's relatively alkaline loving. То есть можно его назвать щелочелюбивым. And understanding that, we can use a challenge with pH on it Понятно, что здесь мы as тоже well. можем использовать провокацию pH. So if you challenge with bicarbonate of soda Если провести щелочную провокацию бикарбонатом соды, and it's too alkaline, и если ситуация слишком the щелочная, rectus femoris becomes hyper. прямая мышца бедра станет гипер, Challenge with acid, провокация кислотой it should become weakened if it's too acid должна привести к ослаблению мышцы, or если too little alkaline. среда либо слишком мало щелочная, либо Да. слишком The кислотная. large intestine is a little bit more difficult with acid base. С точки зрения кислотно-щелочного равновесия толстый кишечник представляет большие As сложности, it can change from
Поскольку ситуация может меняться slightly acid to от neutral, относительно кислотной к нейтральной, and you can test it with pH as well. но здесь тоже можно использовать тестирование при помощи pH-провокации. But basically, we test in the digestive area, the small and large Но, intestines, как правило, мы тестируем тонкий и толстый кишечник with other products that you find in другими your kits. продуктами, которые есть в ваших наборах. You can test for histamines Можем тестировать гистамины. if you've got an irritable bowel or an allergic type В situation. случае аллергической реакции или при синдроме раздраженного You кишечника. can challenge with acetaldehyde, Можем тестировать с ацетилальдегидом, which is a byproduct of the citric acid cycle, который является Krebs cycle, продуктом цикла Кребса, by certain bacteria. используя особые конкретные бактерии, We test with the phenol that you have in there, фенолом, который тоже есть в наборе, which tests for the scatols and the indols that bacteria and parasites produce. который дает возможность тестировать факторы, продуцирующие бактерии и инфекции. So again, looking at the gut is like looking at any other system. То есть работа с пищеварением – это та же самая работа, как и со всеми другими системами. You're trying to look at Пытаетесь different types of substances that you can Really challenge различные with вещества, которые можно использовать для провокации, that are specific to the area. которые являются специфичными относительно той или иной So области. because the Поскольку number of bacteria that live in the gut are enormous, as you know. в кишечнике живет огромнейшее количество бактерий, And the muscle test for their presence is not always и мышечный тест forthcoming. на их появление не всегда напрямую доступен. So what we have to do is try to Приходится stimulate стимулировать by substance challenge ситуацию провокации веществом, with substances that will be similar to используя те вещества, которые the byproducts they produce сходны с производимыми that create an awful, веществами, a great приводящими amount of dysfunction within our bodies. к основным дисфункциям, наблюдаемым в теле. So I'm going to just see if we can just show this. Что не было перечислено, то есть что вы не знаете, как чем пользоваться? Нет. That's not in the big kit. Нет, у нас был вопрос в перерыве, что в наборах, которые вы делали вчера, я просто, если в больших наборах, вы не все знаете, как пользоваться, что для чего. Я просто говорю, в пищеварении были еще такие вопросы, чтобы вы не уехали, не зная, как пользоваться наборами. Taurine we just showed you on the screen, Таурин был на экране, значит, у вас будет распечатка. which can be used as for challenge То есть таурин может использоваться как провокатор to eliminate the effects of acetaminophen для устранения эффекта on ацетаминофена the liver and На the уровне печени. oxygenation pathways. и проводящих путей оксигенации. It was in the same list on the screen as N-acetylcysteine То есть там, где был and cysteine, N-acetylcysteine. ацетилцистеин и цистеин, вот там же в этой схеме была эта информация. If we had more time, I'd go through the Конечно, если было больше времени, я бы все это подробно but it рассказал, как и пищеварительную it систему. relates to the B12 and B9 Но это связь B9 и B12 homocysteine conversion с преобразованием гомоцистеина and the use of cysteine, the amino acid cysteine, и использование цистеина аминокислоты and methionine, и метионина. that all are interlinked in the То есть все это same взаимосвязано processes. в одних и тех же процессах. So taurine, if it's available Если таурин, where you live, так сказать, доступен там, где вы you живете, can give it. можно его назначать. It's available where I live, but if it's not, you'll have to look for something else, Там, где я живу, он есть, но если у вас его нет, значит, надо искать какие-то заменители. like alpha-lipoic acid, which helps Например, this. альфа-липоевую кислоту, Просто липовый. синтолипоид. В аптеке I'm not sure. Не уверен. Альфа-липоевая кислота. I'd have to think about that one. Надо подумать об этом. Инвалид, как у нас становится, лишний
is available in the Oh, well, then pharmacy. it must be for that, yeah. the Может быть, folic для этого acid. она и есть, конечно. Может быть. Это гипотеза. You've got B12 in there and you've got B6. Значит, у вас там B12, B6. You have Какие еще названия в наборах остались непонятными? Спрашиваем стойко. folic acid. Lactic acid. Lactic acid is in the small kit. Now we're Это в getting маленьком to- наборе. Мы еще не дошли до маленького, это в большом. Lactic acid is another one that you can use for Молочную several кислоту things. из малого набора можно использовать для целого ряда тоже моментов. You can use it for the gut. Можно использовать для желудочно-кишечного тракта, You can use it for testing women who have vaginal для тестирования женщин candidosis. с вагинальным кандидозом, And you can use it for people who have anaerobic metabolism, и для тестирования анаэробного метаболизма, anaerobic, and produce too much lactic acid. То есть если у человека повышенное производство молочной кислоты. You can use it for athletes. Для спортсменов Анаэробный. анаэробных. If you used it in sports, you would be able to evaluate Если в спорте используете, тогда получаете возможность more precisely when the athlete hits the wall. They arrive at the point where более they точно оценивать состояние спортсмена, Where? буквально, так сказать, уже на грани, where oxygenation of the tissues fails to deliver enough когда, так сказать, оксигенация ткани достигает oxygen for fatty acid conversion, сказать, того уровня истощения, когда нарушается доставка жирных кислот. and their metabolism have to shift into the anaerobic phase, И тогда уже происходят изменения метаболизма, which for marathon runners and long distance people, they call it hitting the wall. ну и когда бегун на длинной дистанции, марафонцы начинают называть такое состояние ударом о стену. Which is just the enormous fatigue and pain as То есть they это и change over. общая боль, и жуткая усталость. And if you can prolong this event, Если удается, так сказать, отсрочить такое it's событие, obviously going to be a benefit to the понятно, athlete. что спортсмену вы только этим поможете. So, Пищеварительная система, что это? Калоридоза, белки, или что? Молочная кислота. Lactic acid with digestion of fungus. it could be more fungus, yeah. Скорее грибы. But it's also a byproduct of bacteria. Molybdenum is a detoxifying agent for the liver. Молибден – это детоксификант печени. However, liver pushes another area, so you can actually get weakness with molybdenum. Ну, кстати, молибден может дать и слабость, потому что, так сказать, печень действует и на другие органы. Okay. So molybdenum you would want in very small amounts, like oligotherapies. Oligo. Molybdenum you would want to give in very small Но молибден doses, дается только в очень малых количествах. because while it helps one level, it can block another in Потому the что, так сказать, oxidative помогая pathway. на одном уровне, он может блокировать, скажем, уровень оксидации. See, what we need to do is kind of go over this again, obviously, Но совершенно очевидно, что нам and have, потребуются дополнительные занятия по этим темам, потому что это, конечно, не разговор. after you played with it a bit, То есть, кажется, вот этот начальный материал, вы его должны освоить, как-то поиграть с ним. and then we have new, like a period of different patients and То есть, чтобы у вас уже different problems. прошли какие-то определенные пациенты, чтобы вы на практике увидели, так сказать, что у вас работает и с какими проблемами реальными вы сталкиваетесь, Go over it again. а потом уже обратиться более подробно к этим же темам. It's an enormous amount of information Потому что to информации здесь огромнейшее количество, и, конечно, one pass. поглотить все это сразу за один раз просто невозможно. Да, это одно и то же. You're becoming a mechanical applied kinesiologist with the ability to diagnose and treat that level. То есть фактически вы сейчас, как прикладные кинезиологи, способны работать на механическом уровне, но оценивать и получать представление о том, что происходит на тех уровнях, о которых мы это раз с вами говорили. Advanced nutritionists При этом вы, так сказать, нутриционисты усовершенствованного уровня, with an advanced knowledge now of
nutritional biochemistry, which is not easy either. Ведь вся эта биохимия питания – это очень высоко усовершенствованный уровень. И, конечно, это все не так просто, как могло бы показаться. And then a new algorithm, as you call it, of how to find a И problem, более того, вы должны evaluate it. освоить новый алгоритм, как вы его называете, как находить проблему, как с ней Fix it. работать, как ее устранять. Practice. It takes a lot of practice, yes. Надо, во-первых, работать много, чтобы освоить те начальные знания, которые, в кавычках, начальные знания, которые вы сейчас получили. But also, okay. She's saying practice, not for them to practice a lot. I know. You can show everything that we do right now, so that they see everything. We did that, but we're going to have to do this with digestion, right? Yes. Is that what they mean? Well, that's what I'm going to do, yeah. Можно несколько слов о влиянии симпатической, парасимпатической нервной системы на пищеварение? Как это тестируется? Как You можно... say a few words about how sympathetic and parasympathetic systems influence digestion and how to test these. Нет. It's too confusing already. Я My и так вас God. уже достаточно запутал, боже мой. Jeez. Давайте практику. Приходится just demonstrate. Okay, we're going to, now there's ammonia in the kits. Значит, есть аммиак в наборах. Okay, that's when you have bad protein digestion. Это при, так сказать, плохом переваривании белков. Okay, so the ones you would use for digestion mainly are Для пищеварения вы бы использовали следующее. histamine, Гистамин, ammonia, аммиак, phenol, фенол, acetylaldehyde, ацетилальдегид. I can't remember what's in the kit. Не помню, что там еще в наборе. Ацетилальдегид. Что показывает ацетилальдегид? Ацетилальдегид, что такое? Вот это что? Acetylaldehyde, it shows when you have dysbiosis, certain bacteria make this, remember we said it's the Krebs cycle. Помните, мы говорили же с вами, что это цикл Кребса. То есть это дисбиоз, это определенные бактерии, ацетилальдегид. Then less, but occasionally lactic acid for the gut, В меньшей степени, но тоже возможно для пищеварения молочная кислота. but you can use lactic acid challenge for headaches once in a while. Кстати, ее же можно использовать время от времени для провокации при головных болях. Where histamine and the other Когда гистамин и другие вещества provocations don't work. провокации не дают эффекта. The lactic acid would indicate a vasoconstrictive headache, Молочная кислота это выявляет головные боли по типу вазоконстрикции. and then you've got H2O2 and NaOH, which you've already discussed. Потом NOH и H2OH. Мы уже говорили об этом во всем, помните, да? Okay, now we'll go through the gut very quickly. Быстренько пищеварение покажу. Okay, Меняйте кассету, у кого подходит к концу диски, потому что сейчас будет последний урок. I borrow his? Yeah. Unless you're thinking of an allergic situation when you might want to check with За исключением тех случаев, когда вы histamine right away Когда вы подозреваете аллергию, тогда можно сразу начинать с гистамина and hydrochloric acid. и соляной кислоты. Now you need the pH ones for the, at least through the stomach to the duodenum. Значит, pH смотрим как минимум в желудке и 12-перстные. Okay, who has digestive disturbances? Пищеварительные нарушения вперед. Who has gas? Okay. Did we already find his? Вы находили что-то похожее? No, I asked what symptoms. I don't want to diagnose when somebody's pushing. Когда давят, Maybe unpleasant sensations with the wife after fatty food. ну и с женой, наверное, не очень приятно, когда же пищу поедите. Okay, on your back. На спину ложитесь. Когда 5 лет не было.
его исправили. Okay. Has he had problems since then? Проблемы были после операции с тех пор? Ну вот эти специфические явления остаются. То есть Yeah. Nothing пользоваться- specific. Okay. So the digestive system should include То есть пищеварительная система должна everything from the включать stomach down, so we'll все start от the test. желудка вниз. Начинаем тестировать. So we're going to test first the pectoralis major clavicular muscle Сначала without ключичная testing порция большой грудной мышцы. first, without testing for without any provocation. То есть сначала без провокации не тестируем, не будем тратить время. It's a waste of time because if you start the test and it's weak, you can always go back and test То есть without. можно сразу начинать с провокации тестировать, потому что если слабая мышца с провокацией, просто уберите провокацию и перетестируйте. He has no reaction at the stomach level to either, Желудок не реагирует ни на одно, ни на другое. nothing at the pancreas. Поджелудочная тоже. So it looks like the pancreas, the duodenum and the stomach don't have a problem. Такое впечатление, что ни в желудке, ни в 12-перстной проблем нет. I'll look at the small intestine. This is bicarbonate of soda. Тонкий кишечник, So бипродукт соды. So don't let go. Не отпускайте ногу, сопротивляйтесь. Patients decide sometimes when Порой they want пациенты to сами stop решают, resisting. когда This is перестать not, сопротивляться в тесте. Это не годится. this is not what we want. Это не то, что нам нужно. Now, he has nothing with acid or base pH changes. So Значит, нет ничего ни на кислоту, ни на изменение pH, taking щелочное away изменение pH. the K27. Убрали контакт на К27. Now he has an acid, over-acid large intestine. It appears. It is. It's hypo. Мышца стала гипер, похоже, что реакция на кислоту So we кишечника. can therapy localize Проводим терапевтическую локализацию. and check for, and it takes it away. Реакция So устраняется. this is one indication that we have a dysbiosis. Значит, вот уже один показатель наличия дисбиоза. We can be satisfied with that, or else we can try to evaluate it more in depth. Можно или удовлетвориться найденным, либо протестировать более глубоко. So I'm going to take acetaldehyde, Беру ацетилальдегид, but not ammonia. Why? но не аммиак. Почему? Толстый. Because it's large. Well, also because ammonia doesn't make acid, it makes it alkaline. Потому что аммиак делает среду щелочной, а не кислотной. So I'll take phenol, Беру фенол, acetaldehyde, and see ацетилальдегид what we find и посмотрим, что получится. as soon as I get them up. Okay, we'll test again. Еще раз тестируем. Very often I'll just put them both in there, Я часто кладу сразу два. have the patient hold it, Прошу пациента держать магнит. and do the K27 so that they don't, К27. if they fall, they break, and if they break, you've lost it, so. Try Смотрите, not to чтобы do не that. упали, потому что если Что упадут, будет значит вместе? ничего у вас не будет. Weaken or the large intestine muscle, TFL weakens. Ослабляется напрягающая шоковую фасцию бедра. His small intestine related muscle, the quads don't weaken with any provocation, so they're Ни с одной probably okay. провокацией не ослабевает четырехглавая мышца, то есть мышцы, связанные с тонким кишечником. So with this in place, Оставляем провокацию на and месте. because the therapy localization was positive over where we're Поскольку looking, терапевтическая локализация была положительной, что делать дальше? we're ready to look to see what we can do for his large intestine. Мы готовы подобрать то, что нужно подобрать для толстого кишечника. Usually with that, we go to the, wherever it's at, we go to the kits. И обращаемся к набору. Now, I brought these from Italy, although you can get those, you can get the little vials from Chris, and then you can buy them from him. Я привез эти наборы из Италии, хотя маленькие ампулки вы можете купить и у Криса. However, let's see, 1, 2, 3, 4. 4 of the products you can get from the States at a cheaper price. The other ones they don't make, but То есть часть набора можно приобрести в Штатах, там дешевле, но набор будет неполный. so I'm going to try the ones that are useful for
getting rid of bacteria or Попробуйте, parasites out of the что gut. даст возможность избавиться от вируса и бактерий. No help with that one. Первый не помог. That one works. You can temporal tap. Это помогает. This is Темпоральное called постукивание. wormwood combination. Это комбинация полынная. I prefer, if possible, finding two. Sorry. I prefer, if possible, finding two different ones Если возможно, я предпочитаю найти два препарата. because they just seem to be more effective that way. Потому что в таком случае лечение более эффективно. So I'm testing for different ones. Тестирую разные. There we go. We found two. Нашли два вещества. The only thing with these that you have to test for compliance with is to make sure they don't bother the stomach. Самое главное, надо смотреть, не раздражают ли они желудок. And we've already checked for that, but you can check just to make Мы sure это уже тестировали, но можно, чтобы убедиться, протестировать еще раз. and see how the liver reacts. И посмотреть, как реагирует Other than that, you печень. shouldn't have any reaction with them Кроме at этой all. никаких других реакций быть не должно. And you give it to the patient, and they usually get better. Назначаете пациентам, и, как правило, становится лучше. Sometimes you have to go back when they're finished and retest. Иногда, конечно, хочется, чтобы пациент пришел еще раз, чтобы его повторно протестировать, Because certain bacteria that you eliminate потому что некоторые бактерии, которые ты устраняешь, will permit another type to grow позволяют вырасти или проявиться другим видом. that had been inhibited previously. Тем видом, которые ингибировались в присутствии тех, которые вы устранили. Sometimes you have to make another pass at it using different preparations. Поэтому порой есть необходимость после применения первого препарата назначить другой. Now his is relatively simple. He's only got large intestines. Здесь случай достаточно простой, потому что страдает только толстый So кишечник. we'll try and see if we can show someone that's, he needs Значит, вам нужно SF734 and wormwood combination. 34-й и комбинация полыни. Anybody else that we saw had? Еще у кого-нибудь проблемы? Выходите. Посложнее случай. Nobody digests anything. Anybody slow digestion? У кого замедленное пищеварение? Okay. Come on down. Last chance. Oh, I thought we pushed her. What happened? How did she? I thought she was going to come. That's okay. I don't care. I just pointed at her, and then somebody else shows up. Oh, and you decided. It's okay. What's his problem? Проблема в чем? Но в последние 3 месяца где-то после принятия пищи стоит как тяжесть в области желудка. Как будто как он не переваривается пища. И небольшая боль в правом подреберье. Right up in the bottom. Иногда на чае на кофе небольшая Okay. Sometimes burning sensation after tea. Okay. So we'll do it again. Проведем процедуру еще раз. We'll make a test for the stomach Сначала тест желудка, and the duodenum. потом 12-перстный, Okay. This is acid. кислота, Weakens. ослабление. Now we'll see if it weakens him globally, Посмотрим, есть ли глобальное ослабление. and it doesn't. Нет. So there's no strength at all in the major clavicular. Большая грудная мышца, ключичная порция, вообще никакой силы как будто So we'll не имеет. move it over the stomach, Убираем на желудок, and it strengthens it. происходит усиление. So the probability is that he's got what? Вероятность чего? Helicobacter.
Геликобактер. Take a mastica, Берем мастику, counter challenge, противопровокация, strengthens, усиление, so we would give him that's Helicobacter pylorus. Геликобактер пилорис. He reacts to the acid because his stomach doesn't tolerate it. Среагировал на кислоту, потому что желудок ее не переносит. You could, just for Можно было playing бы, around, просто для того, чтобы поиграть со всем challenge этим, him with histamine сделать провокацию гистамином, to see if histamine would do the same thing, чтобы посмотреть, даст ли такую же реакцию because it гистамин. increases stomach acid production. Потому что происходит повышение And with him продукции it does. кислоты. Тоже да. So we've got another method of То есть evaluation еще один метод оценки в данном случае. outside the pH. За пределами pH. Now this instance, В he этом случае yes he does, sorry, he does strengthen. So, he произошло strengthens усиление. those. So that's one level. Это один уровень. We still have the level of the Но еще остается gut. кишечник. We'll just pass by the acid and just test him with. If he doesn't produce enough stomach acid, Если не производилось достаточное количество кислоты в желудке, and he said he has slow digestion now, медленно переваривается пища, да, вы сказали? you want to look at what? Что надо посмотреть? Ammonia, yes. Аммиак. So we'll start with ammonia. Начнем с аммиака. Now, if the small intestine has too much ammonia in it, it will be alkaline. Если тонкий кишечник щелочной, And because it's more alkaline loving, it will become hyper. и поскольку он щелочелюбивый, то он выдал гиперреакцию. This is ammonia, Значит, аммиак в магните, and he makes no reaction at all, so I have no problem there. реакции нет, то есть никакой проблемы. If the large intestine is too alkaline, it will become weak. He has Если nothing. если бы толстый кишечник, тогда реакция была бы... So it does not seem to influence В him данном случае мы не видим влияния ни там, with the ammonia. с аммиаком. We're testing now phenol Теперь фенол тестируем and acetaldehyde. и ацетилальдегид. And he's very weak to these both substances. Но оба эти вещества очень слабые мышцы. It looks like it's more phenols. Такое впечатление, что больше влияют фенолы. Phenol weakens him, which means that he's producing scatols and indols, which are very toxic. Большое количество токсических, производимых токсических продуктов. And he goes weak, not Мышца hyper. ослабляется, не гипер. So now we do what? Теперь что делать? TL. See if the gut produces it. Терапевтическая локализация. And it Посмотрим, does. есть ли производство в кишечнике. So we Да. know that our therapeutic thrust will be to the gut, Значит, знаем, что лечение надо направлять на кишечник. which means normally we don't look at the homeopathic nosodes. We're not thinking of that. То есть мы сейчас не используем гомеопатические насоды, мы не о них думаем. They don't tend to help get rid of the things in the gut. Они не помогают избавляться от проблем кишечника. We need to look at the substances that will eliminate, Надо create an выбирать те environment. вещества, которые позволяют избавляться от существующих проблем. So we'll look at the same thing, Берем то же самое. testing substances. Тестируем вещества. The first one works Первый работает for both systems, для large and обеих small. систем, для толстого и тонкого кишечника. Temple tap doesn't take it away, Височное постукивание. and I'll try for 2. This is different than what the first case we had, Ситуация отличная от первого случая. and that it's a different substance. И вещества другие. We found 2, Нашли 2, and I would be happy. и на этом можно So he успокоиться. needs 3 things. What does he need? Значит, ему нужны 3 вещества. Какие? Mastica Мастика and 2 of the herbals that will help the и 2 препарата травы. The mastica will help protect him by in the future with killing off the bacteria that he eats in his food. Мастика
должна помочь избавиться от того, что он поглощает с пищей. and he's strong. Мышцы сильные. I'm going to take the mastica out Убираю мастику. and test him with only the two substances for the Тестирую gut. только с двумя травяными препаратами для And кишечника. this is a very good example of И вот очень the хороший type of пример patient тех типов пациентов, who we would treat with herbs for the intestines, которым выписываешь препараты трав для кишечника, but he would get gastritis from taking the herbs. а у них развивается гастрит в ответ на прием So препаратов травы. he has to wait to take the herbs. Поэтому траву нужно подождать пить. So you're testing the herbs against the stomach Значит, тестируем траву относительно состояния желудка. because they have to pass through the stomach to get to their Потому point что, of. чтобы дойти до кишечника, трава должна пройти work. через желудок. So what happens here is you'll wait for the initiation of the herbals for the gut Поэтому нужно подождать с приемом травы для кишечника. about 10 days Примерно 10 дней. under the mastica therapy. А все это время принимать мастику. And when you do that, then there is a very little likelihood that the other therapy will cause gastric symptoms. Маловероятно, что прием препаратов травы приведет к появлению признаков гастрита. Well, that's basically very quickly how you look at the Вот gut. такой быстрый обзор возможности работы с пищеварительной системой. It's more straightforward, but important on the occasion that it does cause liver toxification and some of these pathway problems. Процесс кажется достаточно, так сказать, прямым, незамысловатым, но он имеет огромное значение, если встречаетесь с проблемами детоксификации и нарушения оксидации. Now, unfortunately, it requires that you have these products. К сожалению, конечно, эта ability to работа test them. привязана к возможности иметь препараты, при помощи которых проводится тестирование. With the AP support and black radish and parsley. He can get it. Yeah, he can get it. Олег, можно препараты будет, да, достать? He needs mastica, Значит, мастика, AP support, AP поддержка. and black radish and parsley. И опять черный редис и петрушка. Это то, что Вот. Вы из одной тарелки. Одна компания. Одна тарелка. А скажите, поджелудочную железу, кроме кислоты, влияние ее на что-то еще можно для поджелудочной железы отдельно тестировать? With respect to what? Not as the, Ферменты. you can, but it's usually, Можно, но if the pancreas has its own problem, like if it's если есть собственно проблема поджелудочной it's under железы, an infective influence, you test it это, by как itself. правило, инфекционный процесс, и вы тестируете ее самостоятельно. But the pancreas outside the insulin area Но, так сказать, за пределами инсулиновой области usually is reactive to the, or dependent upon the stimulus from the поджелудочная duodenum. железа все-таки зависима от 12-перстной кишки, если это не касается инсулина. Понятно. I'm sorry we didn't have enough time to go in a great amount of depth with this, but Мне очень жаль, что мы не смогли ввиду недостатка времени подробно поговорить обо всем этом. the understanding was because we went over digestion where, in here, or was it in Moscow? I guess it was in Moscow. We need to, Какой кишечник? Который Кишечник и толстый, какие-то. If small and large intestines are alkaline, which must be very observed. if the small intestine is alkaline, Если тонкий кишечник щелочной, and you challenge with bicarbonate of soda, и вы провоцируете щелочью, and it's too alkaline,
То есть если среда становится слишком щелочной, quad becomes hyper. четырехглавый становится гипер. This large intestine, Толстый кишечник, if it's too alkaline, если он слишком щелочной, with alkaline challenge, с щелочной провокацией, becomes weak. становится слабой. Вот. The TFL И с Напрягаем кислотами? широкую фасцию бедра. for the large intestine. С кислотой толстый кишечник. With acid, Кислотой. if the small intestine is not alkaline enough or Если acid, тонкий кишечник недостаточно щелочной или кислотный, the quads will be weak in the clear. четырехглавый будет исходно слабый. And the tensor fasciolata А напрягающий широкую фасцию бедра will become hyper. станет гипер. Okay, in an acid situation, В кислотной the ситуации symptoms are more like diarrhea симптомы похожи больше на диарею, or loose stools, на жидкий стул. and it's the opposite in an alkaline atmosphere. В щелочной среде ситуация противоположная. So, acid, looser stools, Значит, кислота, более слабый стул, open ileocecal. открыт илиоцекальный клапан. Alkaline, Щелочной, more constipation, больше склонность к запорам, closed ileocecal. закрытый илиоцекальный клапан. Okay? They should stick together. Там просто сейчас поезд у людей уходит, да, тогда раздадим сертификаты и Нита Лякомедия. Продолжим.